Здравствуйте! Если у вашей герани начали желтеть листья, это видео может спасти ее от увядания. Я расскажу, как без дорогих препаратов и сложных схем вернуть ей здоровье, пышную листву и радость цветения. Сегодня хочу поделиться с вами одной очень важной темой, которая касается, пожалуй, всех, кто выращивает герань. Почему желтеют листья и что с этим делать, чтобы не навредить растению, а наоборот помочь ему оживить, вернуть ту самую красоту и силу, ради которой мы и любим эти удивительные цветы. Так вот, почему желтеют листья у герани? И самое главное, как определить, что именно не так и как безопасно помочь растению. Первое, с чего я всегда начинаю – внимательный осмотр и анализ. Потому что пожелтение может быть симптомом чего угодно – от нехватки питания до банального переувлажнения. Давайте разберем по порядку. Причина номер 1 – залив, переувлажнение почвы. Герань – это растение, которое терпеть не может избыточную влагу. Ее корни не любят сидеть в мокром. И если у нее листья начинают желтеть снизу, становятся водянистыми, мягкими, скорее всего, вы просто ее заливаете. Что делать? Первое. Дайте почве полностью просохнуть. Не на пару часов, а минимум на день-два, до самого дна горшка. Проверьте глубину пальцем или деревянной палочкой. Она должна быть сухой не только сверху, но и в нижнем слое. Если влага еще ощущается, не спешите с поливом. Именно терпение в этом случае спасет корни от загнивания и дает растению шанс восстановиться. Второе. Осмотрите дренажные отверстия. Бывает, что земля со временем забивает их, особенно если снизу нет крупного дренажа. Если отверстия закупорены, влага не проходит, и корни начинают задыхаться и гнить. Прочистите их при помощи деревянной шпажки или палочки, а при необходимости пересадите растение, добавив на дно хороший слой керамзита или мелких камушков. Это обеспечит свободный отток лишней влаги и убережет корни от застоя. Третье. Аккуратно достаньте растение из горшка, стараясь не повредить корни, и внимательно осмотрите корневую систему. Здоровые корни у герани плотные, светлые, а вот пораженные гнилью – темные, мягкие, с неприятным запахом. Такие корешки необходимо сразу же обрезать острым чистым ножом или секатором. Места срезов присыпьте древесной золой. Она обладает антисептическими свойствами, предотвращает развитие гниения и помогает корешкам быстрее зажить. После обработки дайте корням немного подсохнуть на воздухе, примерно 30 минут. А затем пересадите герань в свежий, рыхлый и обязательно сухой грунт. Четвертое. Обязательно добавьте в почву перлит или песок. Это не просто рекомендация, а настоящая подстраховка для здоровья корней. Перлит помогает почве оставаться рыхлой и дышащей, не дает ей слеживаться и удерживать лишнюю влагу. Песок же улучшает структуру грунта, облегчая ее и обеспечивая быстрый отток воды. Я всегда добавляю хотя бы 1-2 ложки на каждый горшок, особенно если использую покупной универсальный субстрат. В нем часто не хватает компонентов для хорошего дренажа. Причина номер 2 – нехватка света. Герань обожает свет. Если она стоит в глубине комнаты, на северном окне листья могут желтеть от недостатка фотосинтеза. Что делать? Переставьте на южное или юго-восточное окно. Это самые светлые и теплые места в доме, где герань будет чувствовать себя как на курорте. Именно там она получит максимум солнечного света, который необходим ей для здоровья, яркой листвы и обильного цветения. Если оставить растение в глубине комнаты или на северной стороне, оно начнет тянуться, терять пигмент и сбрасывать листья. Свет – это жизнь для герани, и чем его больше в разумных пределах, тем крепче и красивее будет ваше растение. Если зимой герань стоит без дополнительного освещения, она начнет чахнуть, листья потеряют насыщенность, начнут желтеть, а рост замедлится. Обязательно досвечивайте лампами хотя бы по 10-12 часов в день. Лучше всего подойдут фитолампы с нейтральным или теплым спектром. Даже обычная светодиодная лампа белого света на расстоянии 20-30 см уже может значительно улучшить состояние растения. Главное, не держите лампу слишком близко, чтобы не обжечь листья, и включайте досветку с утра до вечера, имитируя естественный световой день. Регулярно поворачивайте горшок хотя бы раз в неделю, чтобы все стороны растения получали равное количество света. Если этого не делать, герань начнет тянуться в одну сторону, стебли станут однобокими, а листья на затененной стороне могут пожелтеть и опасть.
Когда свет распределяется равномерно, крона формируется густой, крепкой и красивой, а само растение растет симметричным и здоровым. Это простое действие помогает избежать многих проблем, и ваши цветы скажут вам спасибо. Причина 3. Нехватка азота или других элементов. Пожелтевшие бледные листья, особенно у молодых побегов, признак дефицита питания. Особенно азота, реже железа или магния. Что делать? Самый простой способ дать растению универсальное удобрение для цветущих растений с преобладанием азота. Хорошо подойдут такие проверенные марки, как Агрикола для цветущих, Бонафорте, Фаска цветочная, Покон для гераний. У них сбалансированный состав с нужным количеством азота, который отвечает за яркую сочную зелень. Разводите строго по инструкции, а лучше немного слабее, чтобы не перекормить. Я обычно беру половину рекомендованной дозировки, особенно если герань недавно пересажена или выглядит ослабленной. Поливаю под корень на слегка влажную почву, чтобы не обжечь корни. Через несколько дней уже можно заметить, как листочки начинают зеленеть, становятся более упругими и живыми. Из безопасных домашних средств. Первое. Настой крапивы. Это натуральное, мягкое и очень эффективное средство для подкормки герани, особенно когда не хочется использовать химические удобрения. Возьмите свежую крапиву, можно и сушеную, но эффект будет чуть слабее. Измельчите и залейте водой в пропорции 1 к 10, например, 100 грамм крапивы на 1 литр воды. Настаивать нужно 1-2 дня в теплом месте, периодически помешивая. Получившийся настой процедите, чтобы не попадали частички зелени, и поливайте под корень. На один средний горшок с геранью я обычно выливаю около 100-150 мл такого настоя. Эта подкормка насыщает растения азотом, микроэлементами, укрепляет иммунитет и придает листьям насыщенный зеленый свет. Второе. Разведенные дрожжи. Это настоящая витаминная бомба для герани, особенно весной и в начале активного роста. Возьмите 1 чайную ложку сухих дрожжей, добавьте в 1 литр теплой, но не горячей воды и растворите в ней 1 столовую ложку сахара. Он активизирует процесс брожения. Оставьте эту смесь на пару часов в теплом месте, пока не появится легкая пенка. Полученным раствором полейте растение под корень, но не чаще 1 раза в 3-4 недели. На один средний горшок с геранью я выливаю примерно 100-150 мл этого раствора. Дрожжи насыщают почву витаминами группы В, ферментами и микроэлементами, стимулируют рост новых побегов и укрепляют корневую систему. Только не забывайте, дрожжи активизируют процессы, и если почва слишком плотная или сырая, лучше сначала ее разрыхлить и подсушить. Третье. Подкормка зеленым чаем. Простой и безопасный способ поддержать герань, особенно если она выглядит вялой или пережила стресс. Заварите слабый зеленый чай без ароматизаторов и добавок, примерно 1 чайную ложку на 200 мл теплой воды, и дайте ему настояться и остыть. Такой настой богат микроэлементами и мягко тонизирует растение. Я использую его как дополнительную подкормку раз в 2-3 недели по 100 мл на горшок. Особенно хорошо работает после пересадки или обрезки, помогает быстрее восстановиться и укрепляет зеленую массу. Причина 4. Старение нижних листьев. Если желтеют самые нижние листья, а остальные здоровые, молодые, крепкие, возможно, просто идет процесс естественного обновления. Так бывает. Что делать? Первое. Аккуратно удалите такие листья. Они уже не восстановятся, зато продолжают забирать у растения силы и питательные вещества. Лучше срезать их острыми ножницами у самого основания, чтобы не повредить стебель. Это не только облегчит нагрузку на растение, но и откроет путь свету и воздуху к внутренним частям куста, стимулируя рост новых здоровых листьев. После обрезки герань обычно быстрее идет в рост, становится опрятной и выглядит заметно свежее. Второе. Убедитесь, что остальная часть куста здорова. Листья упругие, зеленые, без пятен и вялости. Стебли крепкие, не вытянутые. Почва в меру влажная, без запаха затхлости. Обратите внимание, появляются ли новые листочки. Это главный показатель, что герань растет и развивается. Если верхушка активная, а листва сверху яркая и сочная, значит растение в хорошем состоянии и можно просто помочь ему слегка освежиться, убрав старые нижние листья. Причина 5. Резкая смена условий. После покупки, пересадки или перемещения герани на новое место она испытывает стресс, а он, как и у нас с вами, часто выражается в плохом настроении, и у растения желтеют листья.
Что делать? Первое. Дайте растению время адаптироваться. Как и человеку после переезда, герани нужно немного тишины, тепла и покоя, чтобы прийти в себя. Не тревожьте ее лишний раз, не переставляйте с места на место и не подкармливайте в первые дни. Пусть спокойно привыкает к новым условиям, свету и воздуху. Обычно на это уходит от нескольких дней до пары недель, и вы сами заметите, как листики оживут, станут плотнее и приобретут здоровый цвет. Второе. Не спешите с подкормками. Дайте растению время освоиться на новом месте. Даже если хочется сразу помочь, лучше просто понаблюдайте за его реакцией. Как ведут себя листья, нет ли признаков увядания или переувлажнения. Через 5-7 дней, если герань выглядит стабильно, можно мягко начать уход и при необходимости дать первую легкую подкормку. Третье. Обеспечьте теплое, светлое место без сквозняков. Это особенно важно в первые недели после пересадки или покупки. Герань не переносит холодного воздуха и перепадов температур. От них ее листья могут не только желтеть, но и опадать. Идеально, если это будет подоконник с хорошим рассеянным светом, но не вплотную к стеклу, особенно зимой. Подложите под горшок что-то теплое, например, подставку из дерева или пенопласта, чтобы исключить контакт с холодной поверхностью. А рядом не должно быть открывающихся форточек или дверей, через которые гуляет сквозняк. Герань это сразу почувствует и может сбросить листву. Причина 6. Вредители или болезни. Иногда желтизна не просто физиологический симптом, а результат атаки. Паутинный клещ, белокрылка, тля – все это может приводить к пожелтению. Что делать? Первое. Осмотрите листья с обеих сторон, и верхнюю, и нижнюю часть. Именно с изнанки часто прячутся вредители. Крохотные точки, блестящие пятнышки, белесые налеты или даже тонкая паутинка. Обратите внимание на цвет и текстуру. Если лист кажется липким, сморщенным или с пятнами, это может быть признаком присутствия тли или белокрылки. Не поленитесь тщательно рассмотреть каждый листочек. Именно внимательность на этом этапе поможет обнаружить проблему на ранней стадии и спасти растение без применения тяжелой химии. Второе. Если видны точки, паутинка, следы насекомых, обмойте теплой водой с мылом. Для этого растворите 1 чайную ложку жидкого мыла или натертого хозяйственного в 1 литре теплой воды. Аккуратно промойте листья мягкой губкой или ватным диском, особенно с нижней стороны, где чаще всего прячутся вредители. Такая обработка поможет смыть насекомых и их личинки, не нанося вреда растению. Можно использовать такие безопасные средства. Настой чеснока. Измельчите 1 зубчик чеснока, залейте 200 мл теплой воды, настаивайте 2 часа, процедите и опрыскайте растение, особенно нижнюю сторону. Настой табака. 1 столовую ложку сухого табака или табака из 1 сигареты. Залейте 1 стаканом горячей воды, настаивайте 2-3 часа, процедите и обработайте растение. Отвар аптечной ромашки. 1 столовую ложку цветков ромашки. Залейте стаканом кипятка, дайте настояться до остывания, процедите и используйте для опрыскивания или легкого полива почвы. Эти средства мягко воздействуют, обладают антисептическими свойствами и помогают справиться с вредителями без химии. В тяжелых случаях, когда вредители сильно распространились, могут понадобиться более серьезные меры, такие как препараты Актелик или Фитоверм. Но применять их нужно очень осторожно. Во-первых, только на улице или на балконе, чтобы пары не попадали в жилое помещение. Во-вторых, обязательно в перчатках и маске, особенно при работе с актеликом. Он токсичен. Разводите строго по инструкции. Обычно 1 ампула на 1 литр воды. Обработайте листья с обеих сторон и оставьте растение на воздухе до полного высыхания. Повторную обработку делают не раньше, чем через 5-7 дней, если это потребуется. После обработки обязательно проветрите помещение, где стояло растение, и избегайте контакта домашних животных и детей с ним в течение суток. Теперь давайте я расскажу, какие домашние рецепты я использую, когда замечаю пожелтение и хочу действовать мягко, но эффективно. Первое. Настой банановой кожуры. Это настоящий витаминный коктейль для герани. Кожура богата калием, магнием, кальцием и рядом других микроэлементов, которые укрепляют корневую систему и поддерживают обильное цветение. Я беру кожуру 1 банана, нарезаю мелко и заливаю стаканом теплой воды. Даю настояться сутки в закрытой баночке.
Затем процеживаю и поливаю под корень. Для одного горшка достаточно 100-150 мл. Такую подкормку можно применять раз в 2-3 недели, особенно в период активного роста весной и летом. Второе – настой золы. Отличное натуральное средство, которое не только подкармливает растения, но и нормализует кислотность почвы. Зола содержит калий, кальций, фосфор и множество микроэлементов, нужных для роста и укрепления герани. Я беру 1 столовую ложку древесной золы, лучше всего после сжигания листвы или веточек, без краски и лака, и заливаю 1 литром теплой воды. Настаиваю пару часов, иногда просто размешиваю и сразу использую. Поливаю под корень по 100-150 мл на 1 горшок. Использую такую подкормку раз в 2-3 недели, особенно если замечаю, что листья начинают бледнеть или цветение ослабевает. Третье. Сыворотка и вода 1:5. Это простое, но очень действенное средство, которое я использую для профилактики грибковых заболеваний и легкой подкормки. Смешиваю 1 часть натуральной молочной сыворотки, можно домашней, можно магазинной, но без ароматизаторов, с 5 частями теплой воды. Например, 100 мл сыворотки на 500 мл воды. Полученный раствор переливаю в пульверизатор и опрыскиваю по листьям, особенно с нижней стороны. Лучше делать это утром или вечером, когда нет активного солнца. Такая обработка укрепляет иммунитет растения, делает листья более упругими и препятствует развитию плесени и грибков на поверхности. Четвертое – медовая вода. Это натуральный стимулятор и иммуноукрепляющее средство для герани. Я беру 1 чайную ложку натурального меда, растворяю ее в 1 литре теплой воды и хорошо перемешиваю. Такой раствор поливаю под корень примерно по 100-150 мл на 1 горшок. Медовая вода питает растение, повышает его устойчивость к стрессам и болезням, а также мягко стимулирует рост. Использую не чаще 1 раза в месяц, особенно в периоды ослабления или восстановления после пересадки. Пятое. Чай из ромашки. Особенно если есть подозрение на грибок или корневой стресс. Заварите 1 столовую ложку аптечной ромашки в 200-250 мл кипятка. Дайте настояться под крышкой 15-20 минут, затем процедите. Получившимся настоем аккуратно пролейте почву вокруг растения. 100-150 мл на горшок будет вполне достаточно. Ромашка обладает мягким противогрибковым и антисептическим действием, помогая оздоравливать почву и поддерживает иммунитет герани, особенно после поливов холодной водой или переувлажнения. А если вы хотите простимулировать рост новых листьев и вернуть яркий зеленый цвет, попробуйте подкормить герань раствором куркумы. Это простое, но удивительно действенное средство. На кончике ножа возьмите порошок куркумы, примерно 1/4 чайной ложки, и растворите в 250 мл теплой воды. Хорошо размешайте и полейте растение под корень по 100-120 мл на горшок. Такая подкормка обладает мягким тонизирующим действием, укрепляет иммунитет растения и помогает вернуть насыщенную зелень, особенно после стресса или болезни. Использовать можно не чаще 1 раза в месяц. Еще один мой рецепт. 1 чайная ложка сахара, щепотка лимонной кислоты и 1 литр теплой воды. Хорошо размешайте до полного растворения, и у вас получится легкий, но действенный стимулятор для герани. Сахар дает растению быструю энергию, а лимонная кислота слегка подкисляет воду, улучшая усвоение микроэлементов из почвы. Поливаю этой смесью под корень примерно по 100-150 мл на горшок, не чаще 1 раза в месяц, весной или летом. Особенно если замечаю, что листья стали вялыми и потеряли упругость. Уже через несколько дней герань становится заметно бодрее. И, конечно, не забывайте об обрезке. Часто пожелтение начинается из-за загущенности куста. Воздуха не хватает, света не хватает, листья снизу первыми страдают. Поэтому безжалостно укорачивайте вытянутые побеги. Убирайте все сухое, чтобы открыть путь новому росту. А еще я заметила, что герань чувствует настроение хозяйки, когда я поливаю цветы с теплом в душе, с благодарностью за ту красоту, которой они делятся. Они словно расцветают, и болезни к ним не липнут. Проверено годами. Герань как лакмусовая бумажка. Она чутко реагирует на все. На сквозняки, на тяжелый воздух, на сухость, на холодные подоконники. И если вы чувствуете, что в доме стало прохладнее, а листья начали желтеть, подложите пенопласт под горшок. Уберите от стекла, утеплите подоконник. Иногда даже малюсенькая перемена, как, например, опрыскивание листьев водой из капли и сока алоэ, может оживить растение.
В завершение хочу сказать главное. Пожелтевшие листья – это не приговор, это просто способ, с помощью которого растение говорит: «Мне нужно немного больше внимания». И если мы это слышим, герань обязательно отблагодарит нас пышными шапками цветов, густой листвой и хорошим настроением в доме. Берегите свои цветы, наблюдайте за ними, разговаривайте с ними и помните, иногда самое эффективное удобрение – это любовь. Если вам было полезно, буду очень рада, если вы подпишетесь на канал, посмотрите другие мои видео и напишите, как ваша герань чувствует себя после ухода. Я стараюсь делиться только проверенными настоящими советами. Спасибо вам, что вы были со мной, и до встречи в следующем ролике.